Привет! Вслед за третьим Black Shark у нас на разделочном столе оказывается новый геймерский смартфон от компании ZTE с экраном на минуточку 144 Гц, активным охлаждением и сенсорными триггерами. ZTE Nubia Red Magic 5G. Сложное название, ну да ладно. Сегодня все как обычно. Минимум воды, максимум информации. Погнали! Вообще, если здесь есть владельцы прошлого Red Magic 3S, если рассматривать все изменения, оглядываясь на предшественника, с точки зрения дизайна не так уж много и поменялось. Да, спинка теперь полностью другая, если раньше она была металлическая, теперь тут стекло. А вот расположение элементов, особенно на боковых гранях, практически не изменилось. На правой сенсорные триггеры, качелька громкости и кнопка включения. На левой переключатель игрового режима и коннектор. Всего будет доступно 3 цвета: черный, красный, красно-синий, еще обещают версию с полностью прозрачной задней крышкой, вот это будет вообще сок. Сочетание алюминия на гранях и стеклянной крышки делают Nubia просто супер скользким телефоном, чехол тут прям must have, поэтому посмотрим комплектацию. Тут нас ждет традиционно провод для зарядки Type-C на Type-C, увесистый блок питания аж на 55 Вт, учитесь Xiaomi, всякая макулатура и все. Нет никаких тебе наклеечек, но самое важное, нет вообще никакого даже самого задрипанного силиконового чехольчика. Вроде мелочь, но он тут реально нужен. Прошлое поколение Red Magic я не тестировал, поэтому кулер внутри телефона встретил впервые, и реально внутри телефона поместили по сути маленький вентилятор. Его, кстати, доработали и подняли скорость до 15 тысяч оборотов в минуту. С этим вот нюансом как-то по-особенному ощущается, что у тебя в руках и правда игровой смартфон. В настройках можно выставить режим его работы или поставить, чтобы хреначил прям на максимуме постоянно, или адаптивный режим. И вот на максимуме он шумит прям нехило. Есть еще полезная штука: ставишь телефон на быструю зарядку и кулер автоматически включается на максимум. Для защиты батареи от какого-то лишнего нагрева прям нужная штука, но вот в тишине на максимальных оборотах шум кулера слышно, ну наверное метра за 2, но все равно прикольно. На верхней грани во имя всего геймерского оставили разъем для наушников, а вот к динамикам можно придраться. Они тут как бы стерео, но если верхний динамик это по сути разговорный, он смотрит на тебя, нижний динамик поместили на грани, из-за чего бывает его перекрываешь рукой во время игры. Но само качество звука из динамиков вполне на уровне, звучат неплохо. Похуже, конечно, чем в Mi 10 от Xiaomi, но однозначно громче третьего Black Shark. AMOLED-экран размером 6,65 дюйма, без всяких вырезов, челок, капелек, с хорошей цветопередачей, но почему-то не очень яркий. Максимальная яркость у него всего 600 нит, причем при авторегулировке на ярком свете она выше не становится. Ну просто для сравнения, у Black Shark максималка 1000 нит, ну а допустим у Mi 10 Pro вообще 1300. Короче, если захочется пошпилить в игрушки под солнцем, будет слеповато. Но углы обзора неплохие, прям совсем жесткое какое-то искажение по цветам идет под совсем прям экстремальными углами. Но фишка экрана — развертка 144 Гц, все очень плавно. Телефон работает на базе фирменной оболочки Red Magic OS, и могу сказать, она однозначно приятнее, чем у третьего Black Shark, как-то не такая тормозная. Если вот между 60 и 120 Гц разницу на самом деле понять легко, очень отличается, то вот между 120 Гц, к примеру, у Samsung S20 и 144 Гц у Red Magic 5G на глаз уже не отличить. Но все равно приятно. К тому же эти 144 Гц применимы не только в интерфейсе и браузере, но и в играх. Правда, их не так уж и много с поддержкой такой развертки. В настройках телефона можно выбрать, какую развертку ты хочешь видеть: 60, 90 или 120. И что интересно, камера фиксирует пульсацию экрана на 144 Гц достаточно сильную, но при этом даже с выключенным DC-диммингом шум у экрана на этой развертке не превышает 20%, что очень неплохо. А вот стоит переключиться в режим 90 или 60 Гц, там значение уже заходит за 100-130%. Если знаете, с чем это связано, что при 144 Гц такой маленький шум, пишите в комментариях. Но в целом экран, неплохой. Телефон, конечно, не безрамочный, но, как мы уже обсуждали раньше, для игрового смартфона так наоборот удобнее, не перекрываешь экран руками. Относительно прошлого поколения сканер отпечатков пальцев переместился со спинки под экран. В целом он нормально отрабатывает, но для совсем заядлых геймеров тут скрывается один недостаток. Раньше сканер отпечатков в играх можно было назначить как дополнительный триггер, не знаю, правда, насколько это было удобно, то есть фактически было 3 дополнительных триггера, а теперь только 2. Немного по камерам, их тут 2 с хвостиком. Основная на 64 мегапикселя Sony IMX686, ширик на 8 мегапикселей и бесполезный макрообъектив на 2. Почему-то просто из приложения камеры ширик вызвать нельзя, есть только зум, а чтобы включить ширик, нужно переключиться на вкладку Pro и уже там его выбрать. Зачем так сделали, непонятно. Хотя понятно, чтобы в игры играли, а не фотографировали, поэтому камерафоном его и не назвать. Качество фоток, среднее. А теперь то, ради чего мы сегодня здесь собрались. Чё по железу?
Тут все без вопросов. Snapdragon 865? Пожалуйста. В зависимости от версии можно выбрать от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти и от 128 до 256 встроенной. Antutu стабильно набирает под 600 тысяч, при этом, можно сказать, результат после нескольких прогонов подряд особо не проседает. Есть только вопросы к оперативной памяти. Почему-то в среднем она показывает в районе 17 мегабит в секунду, хотя такая память должна показывать в среднем в районе 30. 144 Гц, конечно, есть далеко не на всех играх, но возьмем, к примеру, Real Racing 3 с поддержкой такой герцовки. У него показывает стабильно 144 FPS, иногда было пару просадок до 140, но на глаз это ощутить просто нереально, идет очень гладко. Ну и тут сразу оговорка, все игры тестировались на горячую для объективности показателей. Сенсорные триггеры на боковой грани вообще штука удобная, если, конечно, привыкнуть, и у них, кстати, частота опроса 300 Гц, в то время как у экрана 240, но есть и один нюанс. Несколько раз была такая фигня, играешь прям усердно, ответственный момент, ладошки потеют, и вот в этот момент триггеры почему-то начинают как будто нажиматься через раз, тебе вроде нужно стрелять, а они не стреляют. Так что если ладошки потеют, лучше их протирать. Ну и вообще, так как телефон скользкий, перехватываешь его поудобнее и тоже их задеваешь. Особенно это не в тему, если там в Call of Duty ты, к примеру, остался 1 на 1 с оппонентом и такой случайной стрельбой просто выдаешь себя. А сами триггеры настраиваются супер просто. На экране выбираешь зону действия отдельно левого и отдельно правого триггера. Есть еще фишка 4D эффекта, которая поддерживается там лишь в нескольких играх типа PUBG, и суть в чем? В момент стрельбы или вообще какого-либо экшена на экране телефон начинает вибрировать в такт звуку. Вроде прикольно, но вот вибромоторчик на самом деле не очень приятный, слабоватый, какой-то дребезжащий, так что тут это такая фишка ради фишки. Ну и раз мы заговорили о PUBG, на JFX с максимально возможными настройками он выдает 60 FPS, иногда просаживаясь где-то до 55, но не критично. В игровом режиме можно еще настроить дизайн прицела, если кому это нужно, и это, кстати, не только в PUBG, вообще во всех шутерах, но штука тоже такая на любителя. Shadow Gun Legends. По мне, это игра, в которую особо уже вроде и не играет, но процессор грузит неплохо. В ней максимум выдается 60 FPS, хотя слышал, что вроде и 90 тянет, но в настройках ничего такого нет. И вот, конечно, тормоза встречаются. В зависимости от сцены бывают просадки аж до 30 FPS, то есть в 2 раза. Глазу это очень заметно, прям реально дергание. Сейчас покажу еще пару игр и поговорим про нагрев и активное охлаждение. Call of Duty в режиме королевской битвы, если поставить очень высокую графику, выдает максимум 40 FPS, иногда проседает до 38-37. А вот если уже выбрать просто высокую графику, выбираем максимальное количество кадров в настройках и вуаля. 60 FPS, но это уже максимум, выше не прыгнуть, тут уже, видимо, ограничение игры, по крайней мере в сети этой инфы я не нашел. В целом телефон стабильно тянет все игры, 144 Гц смотрится особенно хорошо, когда их поддерживает игра, и активное охлаждение тоже делает свое дело. На самом деле и пассивно работает неплохо. В часовом тесте на тротлинг в самом горячем месте корпус нагрелся до 45 с небольшим градусов, и это без кулера. В играх так телефон не разогревается. Сразу после этого включаем адаптивное активное охлаждение, запускаем снова часовой тест, и температура опускается уже где-то до 40 градусов. Получаем 5 градусов разницы, что на самом деле много. Производительность, кстати, тоже имеет зависимость от охлаждения. Без кулера среднее значение 198 гигафлопс, с кулером уже получается в районе 220. При этом ни там тротлинга как такового просто нет. Активное охлаждение с одной стороны плюс, но с точки зрения энергопотребления минус, так как на постоянную работу кулера нужна энергия, а запаса по батарее у Red Magic 5G немного, аккумулятор всего на 4500 мАч. Посмотрим на обычный игровой день. Развертка экрана выставлена на 144 Гц, все игры запускались в игровом режиме с адаптивным кулером.
Получилось 4 часа 43 минуты и осталось 5%. В теории, если опустить развертку до 90 Гц и отключить кулер, цифры должны быть больше. Это при том, что неважно, с кулером или без, игры показывают одинаковые значения по FPS. Ну и цена. От $540 стартует ценник Red Magic 5G в Китае, что с учетом курса на рубли уже как-то не хочется переводить. Вообще, общие впечатления от Red Magic неплохие, реально игровой смартфон, жалко без влагозащиты, но самое главное, есть возможность в случае чего снизить нагрев телефона за счет активного охлаждения. Это прям кайф. Если немного покапризничать, хотелось бы, наверное, здесь видеть поддержку карт памяти, ну а в целом вопрос с нагревом решен, не тротлит. Экран 144 Гц на самом деле вообще пушка, еще бы все игры его поддерживали, было бы вообще хорошо. Камеры средние, с другой стороны, кому они тут нужны? Пишите в комментарии, как вам Red Magic 5G, что вы еще сюда добавили, но если видео было полезно, поставь лайк и подпишись на канал. Осталось дождаться очередного рокфона от Asus и сложим вообще полную картину по всем геймерским смартфонам в этом году. Но это уже другая история. Все, до встречи в следующих видео. Пока.